Последняя небольшая выжимка, о чем пишется, о чем говорится. Некоторые вещи я не могу перепроверить. Ну, например, пользователям перестали приходить коды на электронную почту Яндекса для входа в Telegram. Ну, что касается Яндекса, надо ли что-то от себя добавлять, честно говоря, не пользуюсь, поэтому пишите, как у вас. Также публикуется новость, что в дом создателя чата GPT бросили коктейль Молотова, нападавший задержан. Ну, чат GPT, опять же, там есть два таких основных вроде как изобретателя, потом что-то куда-то передается, они идут и создают свой клод. Ну, тут непонятно, в общем, ну, как-то мне не попалась точная информация. В любом случае, есть какое-то нападение, связанное, наверное, с каким-то, не знаю, агрессивным отношением к чату GPT. В его сторону критики много идет. Сначала убежал напавший, потом его вроде как поймали. Но вот подробностей нету. Кто он был, какая причина. Ну, на чат GPT сейчас много что вешают. Там у человека... Человек подсаживается на запрещенные вещества, меня этому чат GPT научил. Ну, какой-то такой мейнстрим уже появился. Насколько это возможно, все проверяемое, трудно сказать. Ну, такое сутяжничество, оно всегда присутствует. Ну, а здесь дошло до атаки опасным способом. Конечно, печально все это выглядит. Нужно добиваться повсеместного применения ИИ, искусственного интеллекта, сообщает Путин. Честно говоря, не знаю, как это прокомментировать. Прокомментируйте со своей стороны. Знает ли Путин своим, ну, не искусственным, хочется надеяться, интеллектом, о том, что невозможно одновременно продвигать ИИ и блокировать интернет. Это как бы взаимосвязанные вещи. Больше того, чтобы он хорошо продвигался, и твой народ хорошо его изучал, и чтобы подрастающее поколение как рыба в воде себя чувствовало, и айтишники на этом возникали мощные и глубоко уважаемые, для этого надо, чтобы интернет не только был, а был, как всегда он был. Он один из лучших был в России, а сейчас он в России один из запрещенных. Это стоит учитывать, айтишников не будет. Ну как, а где ты их возьмешь-то? Ты их будешь преподавать при помощи палочек-считалочек, что ли, как искусственный интеллект создавать? Ну, в общем, довольно удивительное заявление. Параллельно с этим заявлением проходит новость, ну, такая вчерашняя новость, такая, еще раз, выжимка с миру по нитке. За последние 24 часа Медведев, самая яркая, по крайней мере, как мне показалось, Медведев стал главным редактором учебников по обществознанию для 9-11 класса. И это довольно любопытная новость, честно говоря. Единственное, я не совсем понял, почему и он не преподает в Васюках. Он должен поехать в Васюки, и мне кажется, все-таки вести лекции по шахматным, наверное, турнирам, может быть, даже каким-нибудь межпланетарным, особенно что касается сложного такого действия, как рокировка. Рокировку ведь провести можно очень большим количеством способов. По крайней мере, я о нем вообще единственное знаю, что он у меня как-то ассоциируется со словом «шахматы». США наращивает военное присутствие на Ближнем Востоке на фоне подготовки переговоров с Ираном. Об этом сообщают также СМИ. По данным источников, в регион переброшены новые истребители-штурмовики. В ближайшие дни ожидается прибытие 2000 военнослужащих. Ну, тут, конечно же, не надо забывать о том, что переговоры. Ну, короче говоря, тема Ирана, она совершенно не закрыта, и даже вот это, то, что она ставится на паузу, вот на мой взгляд, например, это дурной знак. Еще раз, это затягивание. Сейчас политики начнут себе намывать тот самый политический капитал, а потом они станут сами заложниками своего капитала. Это как боевые действия, которые кормят какую-нибудь мафию, торгующую оружием, и мафия будет, заработав на этом кучу денег, тайно, как-то опосредованно давить всегда на политиков, да, что такое коррумпирование в результате, чтобы продолжать, ну, то, что их хорошо кормят. Так что, да, я, как, может быть, грубоватые примеры привожу насчет мафии, по крайней мере, хотя кто мафию отменял, и влияние ее велико, и денег у серьезных, особенно трансграничных структур, достаточно серьезное. То есть, с болезнью всегда лучше бороться быстро. Но зная Трампа, когда он говорит там про переговоры, завтра, послезавтра, потом хлоп, и Мадуро поехал туда, куда решил Трамп. То есть такие факты тоже есть, так что не знаю, в любом случае есть смысл следить и, наверное, с вниманием. Также параллельно идет информация, что Трамп заявил о готовности поддержать экономику Венгрии. Ну, там даже в каком-то смысле его посланник вроде как приехал, который говорит, что Орбана надо поддерживать. Не знаю, любопытная позиция, причем она так очевидно подается, причем Европа, например, хоть восточная, хоть западная, ну то, что мне попадалось, Трамп, Соединенные Штаты, не все от них в восторге. Влияние и вмешательство Соединенных Штатов, такой международный полицейский, я с людьми много разговаривал, то есть это такой, может оказаться антиреклама, честно говоря, хотя не знаю, венгры, наверное, нам покажут. Что же говорит Трамп?
Моя администрация готова использовать весь экономический потенциал Соединенных Штатов, весь, это да, как-то трудно проскочить эту фразу мимо, для укрепления экономики Венгрии. Как мы это делали для наших великих союзников в прошлом, если премьер, ну уж тогда примеры приводить, кому там, что, куда все отдали, если премьер-министр Виктору Орбану и венгерскому народу это когда-нибудь понадобится, мы с нетерпением ждем возможности инвестировать в будущее процветание, которое будет обеспечено благодаря продолжению лидерства Орбана, написал он. Ну, не знаю, в курсе ли он то, что оппозиция в первую очередь Орбану ставит в вину, что все, что вливается сверхприбылью, что ли, не знаю, в интересах страны, пусть даже договоренности, ему в вину ставят дружбу с Россией, что, получая энергоноситель, там газ, по-моему, разница есть, то есть ему дешевле продают. Но это выглядит не так, как, например, в ближнем зарубежье от России, Армении и Грузии, где действительно газ достаточно недорогой, и люди даже в холодное время отапливаются газом, и это не очень сильно бьет по карману бюджетному, семейно-бюджетному. То у Орбана вроде как этого нет. Но опять же, не знаю, пишите, кто живет в Венгрии. Такое часто говорится, но говорится блогерами. А отсылок к конкретным высказываниям людей, мне не попадалось. Так что, если кто-то знает, пишите. Потому что если Орбан все это не бросает такую экономику, что сам ходит в рубище, в стране действительно все эти дотации, вся эта помощь, откуда бы она ни шла, с скидками или подарками, то есть поддержкой, что все это идет в сторону народа. Тут уже тут народ сам лучше знает, но еще раз, то есть фон такой, что обещать, если вы его выберете, значит мы там очень много дадим, но люди-то поймут, если до них до этого не доходило, значит вы дадите просто Орбану, а не народу, то есть будет ли это пущено в развитие, вот где главный вопрос. Плюс к этому еще и свой образ Соединенных Штатов, к которым достаточно все относятся, скажем так, не все приветствуют их вмешательство, их любовь вмешиваться во внутреннюю структуру, политическую, социальную, экономическую. Армузский пролив в любом случае будет открыт, причем довольно скоро, тоже сообщает Трамп. С Трампом надо смотреть по делам, потому что он говорит, он любит поговорить, но и делать тоже примеры есть, он умеет. В Госдуме готовят запрет на рекламу всех сладких напитков. Законопроект объясняют тем, что ожирением страдают уже 64% россиян. Честно говоря, проскочил бы мимо, как это непонятно, к чему новость, что значит ожирением, каким ожирением, ожирением мозга, если, и вообще в принципе жирные. Но у меня всегда складывалось впечатление, что все жирные в Госдуме, а это не совсем россияне. Россияне зачастую худые, и у них денег не хватает. Я смотрю, я скорее ближе к общественнику, поэтому смотрю разные события. Недавно, не так давно, пенсионерка скончалась от холода. Все отключено, топить ей нечем, и она легла минус 20 в своем доме и умерла. И мне почему-то кажется, что она не страдала ожирением, ей люди приносили иногда еды, то есть ей всего не хватало. Так что здесь много... скажем так, у меня неоднозначно, еще раз, россиянин это любой человек, который живет на территории России. И поэтому о ком говорит, что 64% россиян, среди кого? Когда в Госдуму показывают какие-нибудь записи, там сидят такие ряхи, по большей части они там спят, по-моему, так по выражению их заплывших глаз. Так что не знаю, там в Госдуме даже гимнастки жирные, мне кажется. Хотя, опять же, пишите со своей стороны, может кто-то видел жирных россиян. Где конкретно видели, пишите, пройдемся, посмотрим тоже. США возобновляют удары по Ирану в случае провала, возобновят такое предупреждение, опять же, переговоров, заявил, если будет провалиться переговоры, то они снова ударят. Еще раз, это то событие, тот конфликт, который вот так вот просто, он сам собой не исчезнет. Плюс к этому надо не забывать, что Израиль странно себя ведет, пусть он и не бьет по Ирану, но он словно специально будоражит эту Ирану. Может это и правильно, может неправильно, но я не видел на это положительных реакций вообще ни от кого пока что, по крайней мере у себя в комментариях. У нас идет перезагрузка, мы загружаем корабли лучшими боеприпасами. То есть зачем пауза еще и Трампу, то чтобы подтянуть. Так что даем вам время сдаться, но и подтягивать силы. Кстати, можно и так это считать. Даже лучше того, что мы уже использовали. Не знаю, посмотрим, друзья мои, на самом деле. И любопытно, и опасно, короче говоря. Так что всем выживания, быть внимательными к тому, что происходит. Я с своей стороны стараюсь как-то это все сопровождать своими мыслями. Вы не стесняйтесь, для этого нужен чат, как раз, где вы можете пообщаться, что-то свое сказать. Берегите себя и увидимся в следующих новостях.